Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю нереально вкусный, бюджетный яблочно-ореховый торт. Готовится он без сливок, без желатина. Получается необыкновенно просто вкусным, очень красивым. Его можно подавать как нарезные пирожные. Готовится торт очень просто при помощи ручного миксера. Итак, здесь у меня 160 грамм муки. Добавляю туда 10 грамм какао-порошка, 10 грамм разрыхлителя и 100 грамм молотого фундука туда добавляю. Здесь можно брать и грецкие орехи, и миндаль, но не нужно брать здесь арахис. Все это перемешиваю просто до однородности. Орехи здесь у меня крупные, поэтому комочков из муки здесь не образуется благодаря этому. 4 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара туда добавляю и повзбиваю где-то 1 минуту. Также я туда добавляю порциями 180 грамм сахара. И вместе с сахаром повзбиваю где-то 3-4 минуты сейчас, не больше. Добавляю туда 100 миллилитров молока комнатной температуры и 100 грамм растительного масла без запаха. Это я уже повзбивала примерно 3 минуты перед этим. И вот такая масса у меня получилась. Сейчас добавляю туда всю сухую смесь. Просеивать я ее не буду, потому что орехи здесь у меня очень крупные. Мука здесь перемешалась уже с орехами, комочков здесь нет. Форма здесь у меня 28 на 18 сантиметров. Также можете брать и круглую форму на 26 сантиметров в диаметре. Выпекать буду при 175 градусах примерно 35 минут. Выпекаю на среднем уровне, режим вверх-вниз без конвекции, в заранее разогретой духовке при 175 градусах Цельсия. Палочка выходит по прошествии 35 минут сухая и чистая. Даем полностью остыть коржу. 350 мл молока доводим до кипения. Здесь у меня 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара добавляем туда, 35 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваем. 150 миллилитров холодного молока. 2 яйца среднего размера, весом без скорлупы, яйца и на бисквит, и на крем примерно по 50 грамм. Все это перемешала, иду сейчас на плиту. В горячее молоко очень аккуратно, помешивая в центре ковшика, вливаю всю яичную смесь. Сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном довожу эту смесь на умеренном огне до кипения. Как только пойдут вот такие характерные первые пузыри, провариваю примерно еще 20 секунд и снимаю с огня. Переливаю сейчас в ту емкость, где она у меня будет остывать, эта смесь. Ей нужно дать остыть до комнатной температуры. Здесь у меня 700 грамм яблочного пюре. Покупное пюре у меня здесь, оно у меня слегка подслащенное. Отправляю, довожу сейчас до кипения. 80 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара, 60 грамм кукурузного крахмала. И наливаю туда 100 мл холодной воды. В конце, я специально ее добавляю в конце, чайную ложку корицы. Корицу здесь можете не добавлять, то есть можете оставить это все без корицы. И сейчас закипела у меня уже яблочная смесь. Ввожу туда тонкой струйкой при непрерывном помешивании всю пудинговую смесь. На умеренном огне сейчас довожу до кипения. Здесь, конечно же, в эту яблочную основу можно добавить любые ваши любимые специи по вкусу, и цедру апельсина можно добавить, чтобы сделать этот торт более пряным, уже зимним. То есть это все на ваше усмотрение. Как только закипела вся смесь, провариваю еще примерно 20-30 секунд и снимаю с огня. Сейчас буду остужать эту смесь до очень холодного состояния. Заварную основу остужаем для крема до комнатной температуры, а вот яблочную смесь остужаем до очень холодного состояния.
Убираю сейчас. Обязательно накрываем все это всегда пищевой пленкой. 250 грамм размягченного сливочного масла, 82% жирности. Я взбиваю минуты 2-3 до такого побеления и пышности. И сейчас по 2 столовые ложки заварной основы, которая остыла у меня уже до комнатной температуры, буду прорабатывать миксером вот примерно, вот как я сейчас показываю в видео. Здесь я специально не вырезала эпизоды здесь из видео. Вот примерно такое количество времени. И так я прорабатываю всю заварную основу. То есть долго здесь ничего не взбиваем. И масло и заварная основа должны быть не менее чем 25 градусов Цельсия по температуре, иначе крем начнет расслаиваться. Это очень важный момент. Вот такой пышный, красивый крем у меня в итоге получился. Крем начиночный. Меня все здесь устраивает. Прикладываю сейчас крем в кондитерский мешок. Уже у меня сам корж остыл до комнатной температуры. Я сразу же его сейчас нарезаю на коржи. Очень удобный, очень быстрый рецепт. Влажный получается бисквит, очень удачный. Видите, у меня крупные орехи здесь, поэтому я, конечно же, не просеивала эту смесь. Вы можете также здесь использовать ореховую муку, но вот с кусочками орешков очень вкусно. Здесь, конечно, также идеально подойдет грецкий орех. То есть орех во вкусе должен чувствоваться. Фундук и грецкий орех здесь идеально подойдут. Шапочку сейчас оставляем для посыпки. И начинаем сборку тортика. Коржи я здесь ничем не пропитываю. Коржи очень влажные получаются. Если вы любите такие мокрые уже бисквиты, вы можете пропитать. Наношу сейчас небольшую часть крема на корж и разравниваю. Теперь отсаживаю вот такие борозды из крема, как бы бордюры такие. Крем здесь можете взять любой, в принципе. Можете взять из яблок крем. У меня есть на канале, который на яблочном пюре готовится. И я ссылочку вам оставлю в описании к данному видео. Тоже очень интересный рецепт и очень вкусный. Яблочная основа остыла уже до очень холодного состояния. Вот это очень важный момент. И отсаживаем ее между бороздами. Все это также, конечно же, можно собирать и в круглой форме. Тоже очень удобно и очень красиво получится. Надставляю здесь вот эти промежутки, чтобы борозды красиво потом смотрелись в разрезе. Выкладываю второй корж. Очень удобно коржи выкладывать вот с такой мягкой подложки. Использую вот такую мягкую доску пластиковую. Сейчас кремом покрываю второй корж и отсаживаю также бордюрчики из крема. И здесь на ваше усмотрение можете по-разному здесь украшать и делать. Просто даю вам как идею здесь, все на ваше усмотрение. Надставляю эти бортики, чтобы у меня уже яблочная основа была как бы между этими бортиками. Всю яблочную основу я выкладываю уже на этот корж, на второй, разравниваю. Яблочная смесь здесь идеально подходит по вкусу к этим коржам. Измельчаю верхнюю шапочку от второго коржа. Можно сделать вот так руками. Бисквит очень нежный, он очень пушистый, воздушный получается и в то же время хорошо держит форму. Убираю сейчас на 3-4 часа в холодильник. Можно на ночь убрать просто, чтобы вкусы объединились. Яблочная вот эта здесь основа, она очень такая влажная, и поэтому и от нее даже эти коржи пропитываются, конечно. Нарезаю сейчас еще в холодном виде. Если вы хотите нарезать на порционные пирожные, лучше достать из холодильника, нарезать и полчаса дать постоять. И тогда будет
идеальный разрез и будет необыкновенно мягкий, тающий во рту крем-пломбир. Яблочная основа здесь не растекается при комнатной температуре, пропорции здесь идеальные, крахмал не чувствуется во вкусе, но она очень хорошо держит форму, эта яблочная основа. Вот так нарезается на порционные уже кусочки, как на пирожные. Сейчас вот этот кусочек я надламываю еще в холодном виде вилкой. Он еще не постоял у меня при комнатной температуре, и я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.